Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Это 9-й выпуск рубрики «7 быстрых ответов на вопросы о Японии». Предыдущие видео вы можете посмотреть по ссылкам в описании. Поехали! Кто такие отаку? У нас принято считать, что отаку — это заядлые анимешники, но в Японии под отаку понимают любого человека, который чем-то одержим. Это может быть аниме, чтение манги, компьютерные игры или вообще собирание марок. При этом сам термин отаку имеет негативный окрас, так как увлечение человека уже становится одержимостью. Кстати, друзья, если вы интересуетесь аниме, мангой и в целом японской культурой, то хочу посоветовать вам приложение Amino. Оно есть как на Android, так и на iOS. Зарегистрировавшись в Amino, вы сможете вести свой собственный блог, участвовать в обсуждениях аниме, манги, дорам и культуры Японии. Каждый может опубликовать свои отзывы, рецензии и творчество в соответствующих категориях. Возможностей действительно очень много. Я уже создал свою собственную страничку. Вы можете установить приложение Amino совершенно бесплатно по ссылкам в описании. Есть ли в Японии детские лагеря? Да, есть, но не совсем такие, как у нас. Японский детский лагерь представляет собой что-то вроде тура, в который собираются дети, чтобы изучать природу, узнавать что-то новое, сходить в поход и так далее. Сама продолжительность лагеря обычно 3-4 дня, иногда может неделю. Сама программа лагеря четко расписана, и детям всегда есть чем заняться. 4-дневный лагерь стоит в среднем 50 тысяч йен. В эту сумму входит трансфер, еда, расходные материалы и все, что может пригодиться. Почему во многих японских домах непрозрачные окна? Действительно, во многих японских домах ставят непрозрачные, а зачастую еще и армированные стекла. Армированные стекла ставят из-за землетрясений, которые в Японии случаются очень часто. Такие окна позволяют избежать ран от осколков стекла. Непрозрачные же они по той причине, что зачастую японские дома стоят плотно друг к другу, и это защищает от пристального взгляда соседей. Кстати, у меня дома в Японии тоже стоят непрозрачные армированные стекла. Популярны ли в Японии западная анимация и комиксы? Я бы не сказал, что западная анимация и комиксы пользуются популярностью. Вот мультфильмы от Disney очень популярны. Тем более в Японии расположен один из самых больших Диснейлендов. Большинство других западных мультфильмов в Японии не показывают или же их плохо знают. Им и своего аниме хватает. Такая же ситуация и с западными комиксами. Но вот фильмы про супергероев от Marvel и DC очень популярны. Можно ли в Японии пить воду из-под крана? Да, в Японии можно без проблем пить воду из-под крана. Считается, что она проходит множество этапов очистки, поэтому большинство японцев не пользуются дополнительными фильтрами для воды. Даже если вы посмотрите японские фильмы или аниме, то там часто можно увидеть, как японцы пьют воду из-под крана. Почему японцы называют друг друга по фамилии? В России, чтобы вежливо обратиться к какому-то человеку, мы обычно называем его по имени и отчеству. Однако же у японцев нет отчества, о чем я говорил в прошлых видео. Поэтому для вежливого обращения принято использовать фамилию с вежливыми именными суффиксами японского языка. А вот при неформальном общении обращаются просто по имени. Правда ли, что японцы редко приглашают друзей в гости? Да, японцы не часто приглашают к себе домой гостей. Из-за развитой культуры еды и доступных цен на кафе и рестораны, японцы обычно встречаются с друзьями в заведениях общественного питания. Или же ходят в караоке, в которых можно выпить, пообщаться и еще и попеть, что японцы очень любят. Домой же в гости к кому-то ходят редко, да и то в основном только дети. Даже те, кто живут одни, при случайных знакомствах на одну ночь предпочитают ходить в отели для любви, а не водить людей к себе домой. Ну что ж, друзья, на этом все. Надеюсь, что видео вам понравилось. Задавайте ваши вопросы в комментариях, и ответы на них появятся в следующих видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Оставляйте комментарии и ставьте большие пальцы вверх. До встречи в следующих видео, друзья. До свидания.